Друзья, приветствую вас! Это обзор выходного дня. Давайте рассмотрим, какие изменения произошли в позициях SOT FTSE, в позициях на Форексе, ну и соответственно, куда в связи с этим весьма вероятно пойдет рынок, ключевые активы на предстоящей неделе. Так, ну давайте посмотрим. Вчера вышли данные по федеральному бюджету США. Здесь отрицательная сумма стала в 2 раза больше, чем была до этого. Но ее надо будет как-то покрывать. Ну и здесь, конечно, первое же средство — это эмиссия долларов в том или ином виде. Так, друзья, далее давайте посмотрим. Но это к факту о том, что будет в ближайшем обозримом будущем происходить с долларом. Давайте перейдем к позициям SOT FTSE и посмотрим, что там происходило. Так, друзья, давайте начнем, наверное, с паунда, с британского фунта. Здесь спекулянты делают ставку на то, что на предстоящей неделе фунт будет расти к доллару. Но на фоне данных, которые вышли по поводу американского бюджета, что там расходы, они вообще просто скаканули. Вот, вполне вероятно, что потребуется продолжать политику мягкую монетарную. Это будет вызывать то, что доллар к другим валютам, он все-таки будет, наверное, обесцениваться. Но, по крайней мере, в обозримом будущем есть все для этого предпосылки. Потому что другие страны, они не настолько рьяно печатают денежные купюры. Но здесь опять же надо четко понимать, что это процесс, он динамический. То есть сегодня одни вводные, завтра другие. Это все может поменяться. В том случае, если инфляция выйдет из-под контроля, я предполагаю, что это будет осенью. В этой ситуации, в этом случае, наверное, американские власти, они будут действовать на опережение по сравнению с другими властями. Так, канадский доллар. Вот по канадскому доллару немножко лонги сократили. То есть по британцу ожидается рост, по канадцу наоборот. Ну, здесь на самом деле скорее движение в боковике. Так, друзья, далее евро. По евро спекулянты наращивают лонги, и здесь идет планомерный рост. Но как я ранее обращал ваше внимание, что по евро с высокой степенью вероятности вот в этих позициях американских спекулянтов будет нарисован еще один максимум. И по сути сейчас именно так ситуация и развивается. Так, друзья, далее японская иена, здесь ожидание боковика. Так, ну вот по франку, как и по британскому фунту, ожидание роста франка, шорты сокращают. Но честно вам скажу, я вот эту валюту ни в каких ее проявлениях не понимаю. То есть если бы я жил в Швейцарии, я бы, наверное, все держал бы в швейцарских франках. А так она, с моей точки зрения, весьма и весьма, ну, в общем, лучше на ней внимание не заострять. Но это, опять же, мое субъективное мнение. Там очень высокие издержки при любых операциях, связанных с франком. Во всяком случае, те операции, которые могут затрагивать меня. Так, далее американский доллар. Посмотрим, какая ситуация по нему. Индекс доллара, точнее. По индексу доллара ожидание боковика. Здесь никаких изменений нету. То есть, если валюты британский фунт и евро, по ним ожидается рост, то по индексу доллара идет такая вот коллаборация. Так, друзья, ну далее фьючерс на биткоин. Здесь американские спекулянты делают ставку на то, что биткоин расти не будет. Но опять же обращаю внимание, что не показательно это значение, потому что здесь не очень большое количество, это раз. И во-вторых, по-моему, все-таки вот этот инструмент в наибольшей степени используют для хеджирования рисков. Так, друзья, далее NASDAQ. Но NASDAQ Mini на самом деле это особой роли не играет, потому что направление движения у них одинаковое. Так, по NASDAQ Mini спекулянты наращивают шорты. Но наращивают так совершенно в небольшом относительном объеме по сравнению с предыдущей неделей. И поэтому здесь, судя по всему, ожидается движение в боковике. Так, а вот Dow Jones Industrial, главная скрепа американского ржавого пояса. Здесь идет наращивание шортов. То есть здесь то, что связано с традиционными различными промышленными предприятиями, особых позитивных ожиданий на предстоящую неделю нету. Так, друзья, ну и далее S&P. Ну смотрите, здесь парадокс заключается в том, что по S&P как раз ожидания у спекулянтов положительные. Есть здесь определенная раскорреляция, которая заключается в том, что мы с вами только что посмотрели, ни по Dow Jones, ни по NASDAQ, мини NASDAQ. По ним позитивной динамики не ожидают американские спекулянты. Ну и здесь все-таки с моей точки зрения наиболее показательный, наиболее, скажем так, правильный индекс
по Америке и вообще для всего мира, это именно S&P, потому что он в наибольшей степени сбалансирован. То, что касается NASDAQ, вот там, допустим, часто пишут по поводу NASDAQ, там, что там с NASDAQ, какие ожидаются движения. Но смотрите, NASDAQ на самом деле, по сути, он в наибольшей степени представляет интерес для роботов, которые рубятся во фьючерсах на NASDAQ. Потому что здесь, мне кажется, более представительно рассматривать те крупные компании FANMAC, которые входят в состав NASDAQ. Это тот же Apple, тот же Amazon, тот же Google. Вот. Но именно сам индекс NASDAQ, там торговля очень автоматизирована. И, ну, по моему убеждению, если, скажем так, искать какие-то движения подоплеку, лучше все-таки смотреть именно на S&P 500. Итак, S&P 500, здесь ожидания оптимистичные, что на следующей неделе американский рынок продолжит осваивать очередные хаи. Ну или, по крайней мере, консолидируется на достигнутых значениях. Так, друзья, далее нефть. Ну вот это данные по WTI, Sweet Oil. Ну здесь на самом деле динамика Sweet Oil и Brent это по сути одно и то же. Что здесь происходит? Нефть застыла. Идет небольшой выход американских спекулянтов. Но по сути значения они уже на протяжении длительного времени колеблются в районе, ну там 450-500 тысяч лонгов. Ну здесь два момента, которые можно обозначить в данной ситуации. С одной стороны, как бы кто-то считает, что нефть будет из-за этого проседать. Я думаю, пока для этого оснований нету. И здесь вот эта небольшая просадка, ну по сути она означает боковик. И что для спекулянта важно, чтобы было движение, вала чтобы было. А здесь получается мы уже подошли к определенному уровню 70. И здесь в районе 70 она болтается, она застывает. То есть для того, чтобы здесь пошла разбалансировка, необходимо, чтобы было либо 70 пробито, но здесь немножко другое значение, потому что WTI, я про бренд говорю. Либо, соответственно, чтобы был уход и пробитие 61 по бренду. Вот. И когда такое движение произойдет, вот здесь сразу пойдет очень резкое движение либо вверх, либо вниз. Вот. Но сейчас на текущий момент больше факторов для того, чтобы либо был по нефти боковик, либо было движение наверх. Остались неотработанные цели. Кроме того, текущая ситуация, текущая конъюнктура, она с моей точки зрения достаточно благоприятна для цен на нефть. Так, друзья, далее природный газ. Давно не рассматривали природный газ. Наверное, это мое упущение. И здесь, ну смотрите, спекулянты делают ставку на то, что газ будет проседать. То есть, что сейчас цена на газ начнет корректироваться. Это вполне естественный ход, потому что летом всегда спрос на газ падает. Это неизбежно. Вот. А с учетом того, какие там были то перебои, то хранилища опустошались, то там резко начинали расти поставки, вполне ход естественный. Сейчас давайте более детально по графику посмотрим, что ожидает на новой неделе природный газ. Так, ну если ориентироваться на месячный график по природному газу, действительно как бы здесь подошли к таким значениям, когда нужен либо решительный рывок и уход вот сюда, вот на 3,5, либо отсюда должен произойти отбой и корректирующий откат с целью движения на 2,724. Так, ну вот на прошедшей неделе по природному газу была попытка отскочить из начавшегося снижения, но она как-то произошла не очень убедительно. Так, друзья, ну что хотел по поводу природного газа сказать. Дневной таймфрейм. Здесь у нас, если все-таки вот это движение разрешается вниз, и здесь будет пробой уровня 2,8-2,85, то, соответственно, вся эта конструкция начинает разгружаться. У нас первая цель движения будет 2,687, и потом, соответственно, возможно движение даже на 2,5. Если в обозримом будущем, то есть может быть неделя, может быть две, вот этого пробоя не происходит, то мы либо на лето консервируемся вот в этом диапазоне, либо идем тестировать и пробивать 3,1, а дальше 3,5 уже цель. Вот. Пока здесь ситуация не до конца определилась, но сейчас как бы два фактора действуют. С одной стороны, как бы летом, как ни крути, спрос на газ падает, это раз. Но с другой стороны, определенный дефицит, как оказалось, сжигаемых ресурсов возник из-за сокращения добычи.
И поэтому здесь как бы вот эта летняя корректировка ей особо развиться пока на текущий момент не дают. Вот. Но здесь что я должен сказать? Если он даже останется в этом диапазоне, это будет очень хороший плацдарм для роста котировок и Газпрома, и Новатэка. То есть для того, чтобы российские газовые гиганты показали еще движение наверх, ему достаточно просто оставаться в этом диапазоне. Вот если он уходит сюда и пробивает вот эту поддержку, тогда есть вопросы относительно продолжения феерического роста Газпрома. Но на текущий момент больше факторов указывает на то, что он останется в этой консолидации. И, соответственно, по Газпрому сохранится позитивная динамика. Газпром останется либо в текущей консолидации выше уровня 255, либо пойдет покорять вершины 2008 года. Так, друзья, далее металлы, золото. Но смотрите, по золоту все чудесно. Лонги растут, цена растет, все хорошо, уже выше 200 тысяч американские спекулянты нагрели золото. И у нас очень серьезно стоит вопрос закрепления на 1900. С одной стороны, конечно, плохо, что закрылись на 1900, чуть ниже. Но с другой стороны, здесь с учетом распределения, скажем так, вероятности нахождения цены, это не столь страшно. Закрылись в районе 1900, весьма вероятно, что на следующей неделе движение наверх будет продолжаться. Ну, как я и ранее говорил, по золоту, если мы не проваливаемся на 1900, то в самое ближайшее время, несмотря на летний период, мы можем по золоту уже в течение июня или июля отработать 2000 и выше. Так, друзья, далее серебро. Серебро немножко просело, но здесь скорее движение идет в боковике. Это связано с функцией серебра, что серебро, оно наполовину золото, наполовину медь, если так уже совсем утрировать. То есть, с одной стороны это safe haven, с другой стороны это технический металл. И на текущий момент, видимо, рост цен на полупроводники и, соответственно, снижение спроса и выпуска солнечных батарей, он неотвратимо отразился на серебре. Потому что серебро важнейший компонент, серебряные отражающие элементы на текущий момент очень важны для солнечных батарей. Так, друзья, далее медь. Ну вот по меди что-то все очень неспокойно. По меди начался исход. И все-таки весьма вероятно в ближайшее время мы увидим движение, более серьезный корректирующий откат цен на медь. Вот это на самом деле очень настораживающий фактор. Если по нефти там есть определенные раскорреляции экономического роста с ростом, снижением спроса и цен, то с медью таких раскорреляций очень мало. Если медь начинает проседать, то это означает, что мировая экономика входит либо в штиль, либо в штопор. Так, ну и вот второй момент не очень позитивный, это то, что идет выход из палладия. Но на самом деле там по ценам на палладий ситуация немножко не такая, сейчас мы палладий посмотрим. Вот, но тем не менее американские спекулянты разгружают позиции по палладию. Это достаточно нетривиально в данной ситуации, потому что там вроде бы боковиком особо сильно пока не пахнет, где нельзя заработать. И поэтому, возможно, либо здесь кто-то хеджировался, либо мы чего-то не до конца понимаем. Так, друзья, ну вот по платине тоже идет исход, но здесь ситуация немножко отличается от палладия. На самом деле, вот смотрите, тревожный момент заключается в том, что идет исход из ключевых металлов, которые нужны вообще для работы промышленности, и тем более для того, что связано с зелеными технологиями. Это серебро, это палладий, это медь, это платина. Так что вот такие пироги выходят. Так, друзья, ну давайте посмотрим по палладию, что здесь у нас ожидается, что происходит. Недельный график достаточно оптимистичный. По недельному графику палладий прекратил падать и должен идти на 3000 опять. Ну да, дневочка здесь у него достаточно бодрая. Исходя вот из такого формата движения, мы на предстоящей неделе, несмотря на то, что американские спекулянты из него выходят, но должны на 2930-2950 скорее всего сходить. Опять же, это движение, оно не получит развития, если будет коррекционный откат и пробитие 2700. Почему я так уцепился за палладий? Потому что палладий — это основа норильского никеля.
Так, друзья, далее платина, тоже недельный график сначала. Ну, смотрите, тоже дела здесь на самом деле не так плохо обстоят. Да, она начала осыпаться. Вот первая попытка, она здесь была по неделькам, если рассматривать. Но текущая ситуация, по-моему, достаточно оптимистична. Я думаю, либо спекулянты поспешили и заранее начинают выходить из платины палладия, или мы что-то не до конца понимаем и осмысливаем. Так, ну вот и дневочка по платине. По дневочке здесь у нас боковик. Возможно, поэтому они больше всего боятся боковика очень часто. Вот, и поэтому здесь весьма вероятно, что на предстоящей неделе или в течение 2 недель, если не будет тестирования и пробоя 1150, то вот это все движение, оно перейдет на 1260, 1286, вот сюда вот. Вот если такое бы развитие событий случилось, это было бы очень хорошо. Потому что это означало бы весьма вероятно, что и по палладию, и по серебру тоже такое движение произойдет. Но имеется в виду наверх. Так, друзья, ну что тут можно сказать? Далее никель. Давайте посмотрим никель, потому что никель и палладий это 2 ключика к норильскому никелю. Так, недельное движение. У нас, видите, здесь вообще отлично просто. Все вот эти самые подрезки, которые намечались, они не произошли. И никель развернулся и пошел на 20 тысяч. Так, переходя на дневочку, здесь тестирование значения 18300. Если вот этот уровень будет взят в понедельник, во вторник, в среду, то у нас уже на предстоящей неделе мы по никелю можем легко сходить на 19850, на 20 тысяч. Конечно, это инструмент, он, скажем так, мягко, не очень ликвидный. Наверное, если вы не металлург, не большой специалист по цветным металлам и не работаете в этой сфере, фьючерсами на никель, даже на Чикаго торговать не следует. Но это прекрасный индикатив, который влияет на то, что происходит на норильском никеле. Палладий и никель. И мы, исходя из текущей ситуации, с вами видим, что весьма вероятно на предстоящей неделе по норильскому никелю будет позитивное движение вверх. Вот. Но, разумеется, с определенными оговорками и с уровнями сопротивления, которые, если пробиваются, то тут уже ничто не устоит. Так, друзья, ну и вот российский рубль. Здесь, в общем-то, лонги, то есть находимся в позитивной зоне. Движение не очень большое, там от недели к неделе идет изменение на 1-2 тысячи контрактов. Я думаю, это абсолютно не показатель, потому что здесь показателем является либо значительный рост 10 тысяч плюс, либо пересечение нулевой линии. Пока индикатив не показывает ни особого укрепления рубля, ни особого ослабления. То есть те позиции, которые есть, скорее всего, их просто держат для того, чтобы что-то хеджировать в связи с возможными рисками в рублевых активах. Вот. Пока по рубль-доллар здесь движения никакого не ожидается. Наступило лето, обычно летом тишь-да-блажь до начала августа. Но этим летом у нас добавился фактор 16 июня, когда предполагается встреча Байдена и Путина. Но пока ничего не предвещает угроз. Несмотря даже там на всякие инциденты с самолетами, все равно все выравнивается, все устаканивается. Видимо, природа берет свое. Так, друзья, давайте еще посмотрим, что тут у нас по эфириуму. Вчера немножко биткоин одним глазом посмотрели, сегодня 2 глазами посмотрим, что тут по эфиру. Но это месячный график, как видите, исходя из месячного графика, можно вполне логично предположить, что здесь была раздача в мае и всех успешно нахлобучили, как и было уже ранее. Но здесь я не советую особо предаваться такому порыву, как то, что это какой-то недоактив, какой-то там эрзац там, или ништяк валюта. Это по сути цифровой актив, который плотно вошел в нашу жизнь. Никакого его обвала, я думаю, до нуля в обозримом будущем, скорее всего, не будет. Я это говорил, когда мы были вот здесь вот в марте 2020 года. Вот, и я это могу сказать сейчас, даже несмотря на то, что по сути здесь весьма вероятно возможен серьезный коррекционный откат в район 750. Вот, но я бы пока на это ставку не делал. Тем не менее, я думаю, что роль криптовалют, она будет только расти, что бы там кто ни говорил. Это следует не потому, что я там уверовавший, нет. Это следует из обычной диалектики развития, что это, по сути, новая технология. Когда приходит новая технология, она постепенно начинает
вытеснять с рынков все старое и недееспособное. Но и как бы брать кредиты, там, ипотеки на то, чтобы купить крипту, как вот было в этот промежуток времени, там даже анекдот рассказывали про клиентского менеджера в банке, который охотно давал ипотеку, когда человек говорил, что цель, реальное назначение этого кредита покупка биткоина там и криптовалюты. Вот. Но это еще раз просто подтверждает, что когда начинается такое безумие, это всегда приводит к неизбежному коррекционному откату. Так, но это все лирика, давайте посмотрим, что нас ожидает. То есть вот если в чистом виде смотреть месяц, у нас осталась одна, ну по нему еще две торговые сессии. То есть это воскресенье и понедельник. Здесь можно предположить, что это в общем-то раздача, и отсюда может вполне последовать существенный коррекционный откат. Поскольку уровень 2165 мы все-таки несколько раз его пропарывали. Но если переходить на недельный график, ситуация не такая ужасная и удручающая. Смотрите, здесь по сути мы отбились и мы застряли в этом диапазоне. Но вот если линии вернуть, то вот у нас такая красивая картинка. То есть здесь все вообще получается пучком. Раздали, на ужасе откатились, и теперь начался новый набор позиций, который успешно происходит. Почему я смотрю эфириум и чаще говорю все-таки об эфириуме? Я считаю, что вот именно за этой криптовалютой и за теми инструментами, точнее даже не криптовалюта, а те инструменты и те технологии, которые она предлагает, они в наибольшей степени отвечают предстоящему развитию технологическому. И, соответственно, они очень гибко адаптируются и позволяют делать многие вещи. И, соответственно, это так или иначе будет способствовать тому, чтобы спрос на эфириум на сам возрастал. Так, ну дневной график. Здесь вчера была раздача. Это нормально, потому что конец недели, конец месяца. Все активы обычно проседают. На текущий момент мы опять вернулись вот в этот волшебный консолидационный диапазон 2165-2576. Соответственно, критичный момент — это пробитие, не пробитие вот этого уровня. Если он пробивается, то весьма вероятно все это движение оно пойдет и на 750. Однако, я думаю, такое развитие событий оно пока что маловероятно. Здесь более вероятен боковик в этом диапазоне и дальнейший рост. Так, друзья, ну и переходя на 4-часовик, здесь у нас абсолютно четкая картина, которая указывает на то, что если сегодня либо завтра не будет повторного движения с пробитием 2300, то мы вот здесь набираем хворосту и отскакиваем, цель движения будет 2900, вот сюда вот. Если таки здесь происходит пробой в ближайшие часы, то мы уходим тестировать 2165. Ну и сегодняшнее закрытие по Москве, если время рассматривать ниже этого значения, это будет означать, что какое-то время биткоин будет консолидироваться в этом диапазоне 1800-2165. Я думаю, наиболее вероятный сценарий — это нахождение в этом диапазоне и попытка задерга на 2900. Так, друзья, ну и давайте, как вишенка на торте, рассмотрим то, что на форте происходит и какие в связи с этим ожидания. Так, фьючерс на индекс РТС, здесь ставка на то, что в понедельник с утра будет коррекционный откат. Так, дальше Сбербанк, но здесь со фьючерсами какие-то чудные изменения происходят. Возможно, это какой-то глюк, может быть, мне просто кто-то трафик подменяет, всякое может быть. Так, ну да ладно, ВТБ. Ну вот по ВТБ сейчас делают ставку на то, что в понедельник с утра он откатится и сходит пониже. А Газпром здесь тоже ставка на коррекционный откат. Норникель аналогично ставка на коррекционный откат, хотя по металлам на этой неделе на предстоящую Норильского никеля очень неплохие шансы. Сишка рубль-доллар. Здесь ставка на то, что пойдет укрепление рубля, продолжение. Но я думаю, на тех значениях, которые достигнуты в районе 73 300, если смотреть по фьючерсам, пока мы должны замереть. Потому что надо закупиться валютой. Но если рассматривать историческую перспективу, вообще как двигался рубль относительно доллара, здесь получается следующая картина. Все-таки чаще до середины июля, до начала августа рубль к доллару укреплялся. Но это зависит от того, как проторгуется первая неделя июня. Если первая неделя июня она будет протекать таким образом, что доллар будет расти или отскакивать, то весьма вероятно, что уже
либо сразу, либо чуть поближе к августу, начиная со второй недели июля, могут начаться достаточно хорошие движения на укрепление доллара по отношению к рублю. Есть сезонная закономерность, но печатный станок ФРС работает без остановки, дым уже идет, и поэтому он мешает нормальным естественным движениям валют относительно друг друга. Так, евро-рубль. Евро-рубль, здесь ставка на укрепление рубля к евро. Причем здесь ставка, она достаточно осознанная, и я бы даже сказал, наверное, все-таки прямо на открытии будет какое-то движение, ну, возможно, просто задерг на укрепление рубля. Там еще будет зависеть от Китая и от нефти, но здесь как бы кто-то будет стремиться рубль свозить на более крепкие позиции, например, там, на 89 тысяч, если по фьючерсу смотреть. А евро-доллар, здесь ставка на ослабление евро к доллару. Но опять же, обращаю внимание, если соты с FTC, они действуют там в течение половины недели, то вот эти позиции, они, как правило, очень быстро в течение, либо на открытии торгов, либо в течение дня раскрываются. Так, друзья, ну и нефть, на самом деле по нефти-то ставка на то, что нефть будет расти. Золото, 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 а по золоту как раз ставка на то, что золото должно бы скорректироваться. А серебро наоборот, по серебру ожидают отскок, и судя по всему, мы в понедельник увидим движение, цель которого будет 28,3. Ну и природный газ, здесь вообще прямо ставка какая-то мега оптимистичная. Друзья, ну в общем-то это все основные моменты, связанные с изменением позиций. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой YouTube канал, на мой Telegram канал. Желаю вам хорошо отдохнуть, набраться сил. Ну и в понедельник к оружию и успешных торгов. Счастливо!